Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовой фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о том, как найти клоны нашего шрифта, то есть именно название, которое мы придумали, оно, возможно, уже где-то ранее было использовано, и чтобы у пользователей не было проблем и путаницы, желательно такие моменты избегать. Итак, мы придумали с вами название. А что если шрифт с таким названием уже существует? Как мы можем это проверить? Ну, на 100% проверить мы этого никак не сможем, но, по крайней мере, есть определенные сайты, в данном случае FontData, которые позволяют нам проверить, а есть ли такой шрифт с таким названием какой-то популярный. И, допустим, если я шрифт, который мы с вами рисуем, журнальное рубленое, наберу здесь в списке и нажму «Поиск», как видите, он здесь вот добавляет базы разных сайтов, то именно с таким названием он не может найти. Почему? Потому что я неправильно набрал. А вот если я скопирую правильное название и вставлю сюда, то он мне покажет, что такой сайт есть, и он используется в 9 разных местах на сайте Font and Use, как минимум. А вот если я наберу сюда Futura, то, как видите, у нас, во-первых, есть какие-то торговые марки с таким названием, есть куча сайтов, в которых представлены разные виды шрифта Futura, то есть здесь прямо уже список-то не маленький. На сайте Font and Use тоже он упоминается не один раз, в общем, на Flickr, на Behance и так далее. То есть уже примерно можем понять, что это достаточно известный шрифт и не стоит так называть свой шрифт. Вот. А я, например, возьму слово Zasker, шрифта, который я рисую в текущем видеокурсе, и попробуем посмотреть, что он нам предложит. Он нам, во-первых, предлагает использовать шрифт Tasker как название для поиска. Такой шрифт существует. Вот. Это первое. Во-вторых, он не нашел название с таким шрифтом. Это уже хорошо. Ну, в плане как хорошо. Когда он будет выпущен, когда он будет уже доступен на покупке, он здесь появится в списке. Вот, мы это сейчас с вами проверим. Вот, также он предлагает похожие названия. Допустим, вот эти, если вдруг что-то по звучанию похожее. В общем, с названием Zasker свободно я могу его использовать, я его придумал просто из головы и точно буду его использовать в своем шрифте. Допустим, я возьму шрифт, который я уже точно выпустил, это шрифт Rare. Пишу Rare. Нажимаю чек, смотрим, что он нам здесь предлагает. А он нам предлагает, что есть торговые марки, в которых есть название слово Rare в названии, это первое. Он не нашел шрифта с таким названием. Какие-то предлагает альтернативные названия, предлагает название шрифта Rare Bird и так далее. И вот еще какие-то шрифты и так далее. То есть конкретно с таким вариантом он не находит шрифт. Что в целом, наверное, обидно, потому что шрифт я все-таки выпустил такой. Но если я наберу полное название своего шрифта, вот именно так, как есть, то он должен найти. Да, он нашел в списке Paratype шрифт с таким названием. И написано, что он был выпущен мной. Одно название, один шрифт, я его выпустил. В общем, в целом, таким образом мы примерно можем с вами определить, есть такое название где-то или нет. Предположим, мы с вами определились с названием, то есть оно уже точно где-то там не встречается, но не лишним будет его прогуглить на всякий случай, чтобы просто исключить вероятность, что это все-таки известное название шрифта. Я, например, возьму слово Zasker, шрифта, над которым я работал в этом курсе, и просто в поисковике его вбиваю. Он мне предлагает Марка Цукерберга и сахарную вату. Жму Enter. Он мне предлагает что? Предлагает кучу каких-то картинок сахара и так далее. Почему? Потому что он подумал, что я ошибся, потому что слово Zasker не существует, и добавил сюда Цукер. Но мы это дело отменяем, нам нужен именно Zasker. Все равно он предлагает мне переименовать это, но ладно. Я понимаю, что у нас есть какая-то настольная лампа с таким названием, но это точно не шрифт. И в целом, что мы видим, здесь у нас всего 7 страниц. Как понимаете, что если бы слово это было популярное очень, то здесь было бы бесконечное количество страниц, там сотни тысяч страниц с таким словом, а их всего 7. Значит, шрифт и конкретно это слово не популярное, где-то никем не использовалось. Вот, поэтому это хорошо, хороший знак. Но на всякий случай напишем typeface.
А здесь он мне что? Он мне нашел страницу, в которой я писал о том, что я подготовил какой-то список, это в моем телеграм-канале, этого шрифта. То есть уже это у нас ВКонтакте. Сочетание typeface и название Zasker уже вводит более-менее, даже в первой строчке на мой шрифт. Это хороший знак. То есть человек, который будет искать такой шрифт, скорее всего, найдет, потому что он еще пока не выпущен, а когда будет выпущен, точно будет где-то представлен. Допустим, попробуем написать rare. Разумеется, мы здесь ничего не найдем, шрифт такого не найдем. Если я напишу rare typeface, ну, тоже здесь я не найду свой шрифт. Понимаете, слово rare достаточно обширное и как бы общеупотребимо. Поэтому в таком виде, конечно же, шрифт я не найду. Но если я наберу вот так, то он уже предложит мне его купить на сайте Paratype, посмотреть какие-то видео с моего канала, на сайт мой попасть, какие-то картинки тоже вот можно встретить, ну и так далее и тому подобное. То есть идею основную вы поняли. Чем оригинальнее имя, тем легче его найти и реже оно где-то встречается. То же самое можно сделать в Яндексе, но как бы мысль, я думаю, вам понятна. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rare и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовый фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.